Сегодня я хочу вам показать небольшую коллекцию рушников, которые вышивали еще мои бабушки. Раньше такими вышитыми рушниками украшали иконы, иногда портреты на стенах. Похожие мотивы вышивали на подушках, салфетках, подзорах. Некоторые рушники сохранились в прекрасном состоянии, но есть и такие, которые потеряли свой вид, возможно из-за времени, возможно из-за качества ниток. И мне бы хотелось эти вышивки отреставрировать, чтобы сохранить их как можно дольше. Когда я задалась этой целью, то начала изучать, как именно были вышиты узоры, чтобы моя вышивка была максимально похожа на оригинал. Оказалось, что вышивали тогда не простой двухсторонней гладью, а другим стежком, мне незнакомым. В интернете я его не нашла, и поэтому методом проб и ошибок сама разобралась с этой техникой вышивки. Если посмотреть на лицевую сторону вышивки, то можно увидеть небольшой прикреп посередине каждого стежка. А с изнаночной стороны между стежками есть небольшое расстояние, что нетипично для обычной глади. Сейчас на небольшом фрагменте я покажу, как выполняется эта вышивка. Для удобства я натяну вышивку на пяльцы, но не очень сильно, чтобы не порвать ткань. После этого уберу остатки предыдущей вышивки, чтобы они не мешали. Если мы вышиваем в направлении справа налево, то делаем стежок длиной примерно 1 см сверху вниз, выводим иглу на лицевую сторону примерно посередине этого стежка справа от нити и вводим иглу в ткань слева от нити, делая небольшой прикреп. Далее снова мы выводим иглу на лицевую сторону, делаем длинный стежок сверху вниз и посередине этого стежка делаем небольшой прикреп справа налево. Продолжаем вышивать таким же образом. Следующий ряд мы вышиваем в обратном направлении, то есть слева направо. Для этого мы делаем длинный стежок снизу вверх, выводим иглу посередине стежка слева от нити и делаем закрепку небольшим стежком справа от нити. Продолжаем вышивать таким же образом. Сначала я не могла понять, почему вышивали именно таким способом, ведь гладью было бы казалось удобней. Но в процессе вышивки я нашла ответ на этот вопрос, и даже не один. Первый момент. Этот метод позволяет экономить нить, а раньше нити для вышивания были дефицитом. Второй момент. Вышивка получается аккуратная с обеих сторон, на лицевой стороне даже чем-то похожа на машинную вышивку. Третий момент. Увеличивается скорость вышивания. За один раз можно покрыть большую площадь узора. Так что этот способ вышивки оказался очень интересным. Буду рада, если вам это видео будет полезным.